«Я не шучу», – громко заявила Наташа, светловолосая санитарка 25 лет, и со всей силы опустила ладонь на правую щеку женщины, лежащей на холодном металлическом столе. От звонкого хлопка кто-то ахнул, кто-то выронил инструменты. Никто не мог поверить, что та самая тихая девушка, еще вчера робко спрашивавшая совета у старших коллег, сегодня способна на такое безрассудство. «Ты что творишь?» – воскликнул Алексей, ассистент патолога-анатома. Его глаза расширились от ужаса. Руки непроизвольно сжались в кулаки, и он закричал: «Она же мертва. Это жена миллиардера. О ней все газеты писали». Повисла гнетущая тишина. Было слышно, как капли воды падали из-под плохо закрытого крана. Сердце Наташи бешено колотилось, ей казалось, оно выскочит из груди. Она посмотрела на тело и вдруг отпрянула. Ей показалось, что веки женщины дрогнули. Или ей померещилось? «Простите, я...» – начала Наташа, сама не понимая, что только что сделала. «Я не знаю, что на меня нашло. Но прежде чем кто-то успел восстановить порядок, то, что считалось телом, внезапно подало признаки жизни. Сначала слабо дрогнула рука, затем последовал хриплый вдох, и в следующую секунду женщина распахнула глаза. На ее лице отразились ужас и боль. Она пыталась крикнуть, но не могла. Несколько человек в ужасе отпрянули от стола, кто-то снова уронил инструменты. «Боже, она жива!» – прошептала одна из медсестер. Людмила, чья работа заключалась в помощи при вскрытии и поддержании порядка в патологоанатомическом отделении. Наташа, не в силах вымолвить ни слова, схватилась за ближайшую каталку, ее руки дрожали. Она вспомнила, как вчера принимала документы на поступление этой женщины, Ирины Вадимовны, жены известного бизнесмена Антона Головина. По бумагам Ирина была мертва уже сутки. Наташа сама помогала готовить тело к первичному осмотру. Причина смерти на тот момент еще не была официально объявлена. Пожилой патологоанатом Дмитрий Константинович, обычно хладнокровный, пришел в себя первым. «Люда, вызывай реанимацию! Срочно!» – закричал он. Голос его сорвался на визг. Ирина снова шевельнулась и прошептала: «Где я? Мне холодно. Выпустите». Наташа тут же подскочила к ней. «Все хорошо. Мы сейчас все сделаем», – прошептала она, стараясь говорить как можно ласковее. «Принесите кто-нибудь одеяло». Медсестры бросились выполнять приказ, испуганно косясь на Наташу. Именно она ударила тело, которое, согласно документам, было мертво. В этот момент Людмила громко сообщила: «Уже вызываю реанимацию». «Наташа...» – прохрипела Ирина, судорожно хватая санитарку за руку. «Не бросай меня!» Наташа вздрогнула. Как она могла ее знать? Она вспомнила, что при поступлении тела ее что-то насторожило. Слишком аккуратный макияж, легкое тепло кожи. Но по документам все было в порядке. Биологическая смерть, подтвержденная врачами, оформленные бумаги, сотрудники, представившиеся полицейскими. Пока врачи метались по отделению, кто-то сообщил о происходящем в администрацию, службе безопасности и, вероятно, в прессу. В морг ворвался охранник Сергей, крупный мужчина лет 40. «Что за черт?» – воскликнул он. «Мне сказали, что здесь ожил труп. Это шутка?» «Никто не шутит», – сквозь зубы процедил Алексей. «Ирина Вадимовна жива. Видимо, она была в каком-то анабиозе. Я сам не понимаю». Пока реаниматологи подключали Ирину к аппаратуре, давление было крайне низким, пульс едва уловим. Один из врачей воскликнул: «Метаболизм слишком медленный, почти как в искусственной коме. Но она действительно жива». Вскоре в помещение вошел высокий худощавый следователь Роман Викторович Волошин и его помощник, суровый оперативник по фамилии Савельев. Информация о сенсации быстро просочилась вверх. «Что у вас здесь происходит?» – сухо спросил Волошин, оглядев всех взглядом, полным подозрения. «Мы сами в шоке», – откликнулся Алексей. «Скорая уже работает с ней. Мы пока понятия не имеем, как такое могло произойти». «Кто ударил ее?»
– спросил следователь, уже зная ответ, и подошел к Наташе. «Ваше имя?» «Наташа Лебедева. Мне 25 лет», – ответила девушка. «Расскажите коротко, без эмоций, что произошло». Наташа, бледная как стена, начала рассказ. Волошин молча слушал, изредка делая пометки. «Вы понимаете, что могли быть обвинены в насилии над телом? Или даже в попытке убийства?» – спросил полицейский. «Да, но если бы я не сделала этого, ее бы уже вскрывали. Я не хотела навредить, правда?» Реаниматологи подтвердили, что состояние Ирины стабилизируется. Волошин настаивал на допросе, но врачи настояли на переводе в отделение под охраной. Наташа на мгновение почувствовала облегчение, но неожиданно Ирина попросила вызвать следователя. «Я сама это подстроила», – выдохнула она, лежа в палате. «Это не покушение. Я хотела умереть, чтобы сбежать». Далее последовал шокирующий рассказ. Она устала от мужа, от контроля. У нее был любовник, Денис. Они нашли людей, которые подделали документы и ввели препарат, вызывающий клиническую смерть. Но что-то пошло не так. Человек, который должен был ее выкрасть из морга, не успел или бросил ее. Кто-то хотел, чтобы я действительно умерла. А потом я почувствовала удар и очнулась, прошептала Ирина. Пока полиция искала участников аферы, в больницу ворвался Антон Головин. Он был потрясен и требовал встречи с женой, но она отказалась. На допросе Ирина призналась, что перед смертью перевела крупные суммы на счет любовника. План был исчезнуть, инсценировать похороны, уехать за границу, но все сорвалось. А теперь предательство. Денис пытался действительно ее убить. Вскоре его задержали. Он планировал пересечь границу с поддельными документами. Финал был почти предсказуем. Денис получил срок, Ирина предстала перед судом, но благодаря сотрудничеству избежала тюрьмы. Наташа получила повышение и уважение коллег. А город еще долго обсуждал, как один удар по щеке раскрыл схему мошенничества, измену и спас чью-то жизнь. Иногда, проходя по коридорам, Наташа вспоминала звук той пощечины. Звонкий, страшный, судьбоносный. С этого началась новая жизнь для нее и многих других. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.